Привет! Сегодня немного хочу рассказать про кавера на моем канале, про кавера вообще и про кавера на ютубе. В общем, история «Панк на земле» началась достаточно давно, я думаю, лет 7 назад где-то. Я увидел вот этот клип группы Danger «Вперед, панки», который, стал уже таким известным, широко известным в узких кругах YouTube-баяном. И тут ребята играть, очевидно, не умеют. Песня дурацкая, клип дурацкий, звук плохой. Но меня вот как-то зацепило, я не знаю, вот эта вот наивная романтика, она как-то пришлась мне по нраву. И вот этот рефрен песни «Панк на земле» и только панк, я как-то с ним так согласился внутренне, подумал, что да, действительно, надо спасать мир на земле, и только панк, все правильно, в общем-то. И вот тогда у меня возникла мысль, что надо бы сделать, на самом деле, кавер на эту вещь и даже пойти дальше. То есть сделать такой цикл, возможно, какой-то альбом там среди друзей раздавать, распространять, там компакт-диск сделать. Концепция была следующая. Вот эта песня, на нее кавер, а также в равных пропорциях кавера на песни из репертуара групп, которые уже как-то условно более-менее можно отнести к панк-року, с одной стороны, и с другой стороны в такой же пропорции песни, которые изначально как бы панк-роком не являются, но попробовать сделать их в такой более-менее условно, опять же, панк-рок аранжировке. Я медленно, постепенно как-то пытался что-то делать в этом направлении и записывал какие-то демки. Тянулось это очень долго, вот до, можно сказать, недавнего времени, когда уже в мою жизнь, так сказать, вошел YouTube, то есть мы там с моим другом Сашей Трошковым начали делать какие-то видео на его канале, потом я сделал свой канал. И я тогда понял, что, собственно, проект «Панк на земле», он должен быть на Ютубе. И вот там где-то 4 месяца назад я начал вплотную работать над этим и твердо решил как бы сделать такой вот первый выпуск, что называется. То есть, который обозначает концепцию. И именно, как можно заметить, здесь есть кавер на группу Danger, здесь есть кавер на Offspring, который, в общем, панк-рок, и кавер на Игоря Скляра, который я попытался сделать в виде панк-рок, так, не знаю. Пуристы там закидают меня, наверное, но я надеюсь, что большинству это не важно. Дальше хочу ответить на вопрос, который, наверное, у многих возникает. Будет ли продолжение, когда оно будет? Я надеюсь, что будет, но, во-первых, создание таких видео занимает очень много времени. У меня и так видео достаточно редко выходит. Такие видео действительно выпускать очень сложно, особенно в одиночку. Кто снимает видео, те меня понимают прекрасно. Остальные просто поверьте. Вот. Ну и второй момент, то, что исполнение каверов публичное, да, оно незаконно. И, вернее, чтобы оно стало законно, нужно получить на это разрешение. И для простого такого человека, не связанного, в общем-то, ни с шоу-бизнесом, ни с юриспруденцией, это достаточно такая тяжелая тема, практически невозможная, потому что в этой области все очень запутано. С каждой, если мы возьмем фонограмму, да, связано множество разного рода прав, которые не тождественны между собой. Это право на копирование, право на воспроизведение, право на личное прослушивание, воспроизведение имеется в виду публичное,
Вот. И исполнение каверов — это тоже как бы отдельная такая статья. В принципе, за всеми этими правами стоят какие-то люди, иногда это один человек, иногда это много. И есть организации, которые занимаются предоставлением этих прав третьим лицам, то есть выступают в роли некоторых посредников. В России это РАО, да, Российское авторское общество. Вот, там, ну, по всему миру есть такие свои всяческие конторы, которые как бы предоставляют права. Например, это удобно радиостанциям, там, которые песен крутят огромное количество. Вот. Ну, и тут вот в игру вступает YouTube. Потому что у YouTube есть такая фишка, которая называется Content ID. И Content ID идентифицирует видео, которые были загружены, анализирует их на предмет совпадения полного или части видео с каким-то авторским контентом, права на который принадлежат другим людям. И это касается и музыки, и видео. И в частности с музыкой они сделали такую очень классную вещь. У них вот есть страничка Music Policies, где есть огромный список. Здесь вот если мотать, то он как бы бесконечно увеличивается, да. Вот Металлика здесь видно, например. И у каждой песни, которая здесь представлена, можно посмотреть, что если вы используете эту песню, да, то все будет нормально. Если вы исполняете кавер на эту песню, то все будет нормально. Проблема лишь в том, что Content ID, к сожалению, не всегда срабатывает. То есть вот из 3 видео, которые я загрузил, это Offspring, Sklar и Danger, да, ни на одно из этих видео Content ID не сработал. Вот во вкладке «Видеоменеджер» появляется отдельный пункт Copyright Claims, по-моему, или как-то еще называется, и видео, в которых найден какой-то контент с помощью Content ID, права на которые принадлежат другим людям, он будет сразу же помечен. Вот. И исполнение кавера, в случае, если его нашел Content ID, становится законным. Но в моем случае, например, Content ID не сработал ни на что. А в политике загрузки видео на YouTube, с которой каждый соглашается, когда создает канал, ясно сказано, что использование материала, который защищен авторскими правами, без соответствующего разрешения запрещено, и за это можно получить страйк. Соответственно, 1 страйк — это предупреждение, 3 страйка — это закрытие канала. И, ну, закрытие канала — это очень такая печальная ситуация, особенно учитывая, если в канал вкладывается там время, душа, так скажем, то есть это такая уже значительная часть жизни становится. Тем более, что на канале есть и полностью авторский контент. Ну, и, в принципе, вот что я думаю лично сам про кавер, то я очень люблю смотреть, слушать каверы, на самом деле, которые делают другие люди. Это, мне кажется, очень интересно, когда, ну, особенно хорошие музыканты, которые умеют играть, не то, что я, вот, делают какие-то переосмысления, да, вот, но ситуация такая, что Content ID не всегда срабатывает. Причем, что мне было удивительно, ну ладно, Danger, возможно, ребята не заявляли там авторских прав на свою композицию, YouTube просто они не знают, что это авторский контент. Игорь Скляр исполнял песню Комарова в достаточно сильно отличающейся аранжировке, поэтому ее, может быть, YouTube просто не узнал. Ну, что касается Offspring, то, в принципе, моя аранжировка достаточно близко повторяет оригинал. Также сохранена тональность и темп.
Ну, темп в оригинале, там он не под метроном, там он немножко плавает, ну, в общем, примерно сохранен, да. И тем не менее, Content ID не нашел даже Offspring. Еще вот интересно, что в этом списке, да, здесь есть поиск, вот, ну, как я уже показывал, там Metallica была, да, песня Nothing Else Matters. Если мы сейчас поищем Metallica, то ничего не находится. То есть этот поиск вот сейчас в данный момент он почему-то сломан. Вот. В общем, ну вот такая ситуация. Может быть, YouTube что-то улучшит в этом плане, я очень на это надеюсь. Потому что система вообще классная, сделали классно всем, то есть хорошо всем сторонам, и зрителям, и Ютубу, и правообладателям, которых ни в коем случае нельзя обижать, я считаю. Ребята там создали хит, они молодцы, и это хорошо, что YouTube позволяет им, в принципе, зарабатывать, да, через отчисления, да, с рекламы, которая показывается на видео, где исполнен кавер, например, да. Вот такие дела. В общем, надеюсь, что все будет хорошо. Меня зовут Даниил. Спасибо, что смотрели. Будьте здоровы. Пока.